Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Двойная Порция. А попка вашего малыша находится под надежной защитой? Если нет, тогда сегодня мы проверим 7 брендов трусиков-подгузников, которые остались на наших прилавках. Всеми известный Huggies. На втором месте мы решили прикупить вот такие Майкида. Японская фирма, японская разработка и японское качество. Разработано в Японии, изготовлено с использованием японских материалов и абсорбентов по заказу и под контролем ООО «Технология Про». До 12 часов сухости, эластичный поясок, большие воздушные подушечки и многослойный материал. Полностью гипоаллергенный. Данные подгузники нам посоветовали наши друзья и сказали, что они стоят гораздо дешевле, чем, допустим, Huggies. Но по качеству и всем своим функциям ничем не уступает. Мы специально взяли целую упаковку и будем пробовать с нашей девчонкой. Далее на нашем обзоре будут вот такие вот памперсы, которые сейчас стоят каких-то немыслимых денег. Сегодня мы их и проверим. Далее, опять-таки, японская разработка. Моми. Вот такие вот приятные на ощупь подгузнички. Следующий претендент, всеми известный Honey Kids. Вот такой вот подгузник, тоже пятерка. Продается практически в каждом магазине. И последний на нашем обзоре это 365 дней. Подгузник по виду как пароизоляция. Не совсем приятный на ощупь, но тем не менее они самые дешевые. Давайте рассмотрим Huggies. Разрежем вот эту резиночку. Резиночку сейчас мы посмотрим, насколько она пропускает воздух. То есть циркуляция воздуха есть даже внутри подгузника. Давайте вскроем окончательно и посмотрим на внутренности этого подгузника. Вот так вот он выглядит. Абсолютно запаха не имеют, пахнут обычной какой-то ватой. Очень приятный, мягенький подгузник. Следующие подгузники Майкида XL. Такие красивые, ребенку по-любому понравятся. И конфетки, и бабочки, и солнце, и киты. Посмотрите, также есть индикатор, который показывает, когда подгузник уже наполнен, и родителям уже необходимо бы его поменять. Также есть вот такая вот липучка. Резинка также довольно крепкая, посмотрите, я хорошенько прям вот так вот дергаю, ничего не рвется, все ровненько, все проплавлено хорошо. Соединение довольно достойно. Через Майкида дышать гораздо легче, и воздух проходит гораздо легче, чем через, допустим, Huggies. То есть здесь, как я понимаю, сеточка гораздо крупнее, чем у Huggies. Запаха не имеют никакого абсолютно. Имеется вот такая вот мембранка, которая защищает от протекания. Также дышащая. Ничего преть у ребеночка не будет. И все довольно-таки хорошо. Посмотрите, какая внутренняя отделка. То есть приятно прикоснуться. Посмотрите. Сделана она вот с такими вот пупырками. Не знаю, как их даже обозвать. По фактуре как будто кожа питона. Но на ощупь очень приятная, мягкая, кайфовая вообще. Давайте сравним вот эту вот защитную мембранку. То есть здесь расстояние ровно 5 сантиметров, да? А у Huggies 4,5. Юбочка у Майкида побольше. Это также весомый плюс, так как когда ребенок спит, он ворочается, и памперс принимает всевозможные формы. То есть чем лучше вот эта вот боковая поддержка, тем меньше вероятность того, что все протечет и испортит вам матрас и так далее. Следующий претендент это памперс. Кстати, он самый маленький из всех, хотя тоже пятерка, да? Также хорошо тянутся, резинка не рвется, все хорошо, посмотрите. Дышится через них гораздо сложнее, чем через Майкидо. Посмотрим, что у них внутри. И вот такое вот внутреннее наполнение. Здесь также идут какие-то внутри соты, посмотрите, сине-белые соты. Если у вас аллергия, допустим, у ребенка, я думаю, что это будет один из немаловажных факторов, который может привести именно к ней. Вот эти самые пропитки, которые даже на запах очень сильно улавливаются. Очень плохо пропускает воздух, практически невозможно через него дышать. И сама вот эта вот мембранка довольно-таки короткая. 3,2, посмотрите. В учете того, что ваш ребенок, допустим, беспокойно спит и постоянно ворочается, это по-любому протечет все. Следующий у нас на очереди, это опять-таки японская фирма Моми. Вот такой вот большой подгузон для больших детей. Японцы наконец-то, я думаю, поняли, что в России живут большие люди, у них большие попки и они имеют большой рост. Вот такая вот
резинка, тоже все хорошо держится, ничего не рвется. Здесь мы также видим все белоснежное, красивое. Смотрите, просто посмотрите, как хорошо все сделано. Да? Смотрите, никаких складочек, все аккуратно уложено, все проклеено. Вот они все здесь. Мембранки хорошо уложены. Откроем памперс. Откроем памперс, наляпано просто непонятно что вообще, посмотрите. Это памперс, это Моми, вот это Майкидо. Посмотрите, как все аккуратно сделано. Все аккуратненько приклеено, да, здесь как бы не отсутствует, конечно, клей, это все припаяно при помощи температуры, но посмотрите, как все аккуратно. Складочка к складочке, да, здесь вот сверху какая-то такая манжета, чтобы ничего этого не касалось попки вашего ребенка. Также Моми, посмотрите, как все хорошо и аккуратно сделано. Приятно посмотреть. И берем памперс. Просто наляпано, не пойми что вообще. Honey Kids. Вот такой вот подгузничек также хорошо выглядит. Есть вопросы к внешнему оформлению. Пароизоляция, да, так назовем ее, она какая-то жесткая и такая не особо приятная на ощупь. Дышится через них вполне прекрасно. Я, конечно, не знаю, насколько хорошо это все работает. Сейчас мы с вами это проверим. Но белый цвет внутри подгузника меня впечатляет. Никакого запаха, ни крема, ничего, как, допустим, в памперсе. Вот он лежит открытый уже 10 минут и до сих пор источает запах какого-то непонятного химического крема. Мне категорически не нравится. Если в складочку попадет, я думаю, это все может натереть. Не такая приятная, допустим, как на Майкидо. И последний наш претендент, который мы сегодня посмотрим, это памперсы 365 дней. Конечно, сравнивать памперсы и трусики нецелесообразно, но тем не менее других мы не нашли. Они уже не имеют никакой резинки, то есть они как есть, так и есть. Да, здесь два вот таких крылышка, к которым прикрепляются вот такие вот липучки. Давайте ее оторвем и посмотрим. Липучка довольно-таки жесткая, то есть вот эти вот места, посмотрите, да? Если они будут дотрагиваться до кожи малыша, да, они будут, конечно же, тереть. То есть они вот даже меня царапают, если, вот видите. Памперсы, по-моему, это уже прошлый век. То есть, ну, кому-то, может быть, они и удобны, они, скорее всего, дешевле. Но использовать их я крайне не рекомендую. Во-первых, неудобно, постоянно все это заклеивают. Во-вторых, это лишние повреждающие факторы, да, кожи малыша. Они самые дешевые, не сказать, что они самые плохие. Запаха не имеют никакого, и слава богу. Давайте теперь сделаем тест с помощью вот такой вот синей воды. Следующий претендент — это Майкидо. Это трусики, которые нам посоветовали знакомые. Давайте попробуем. Смотрите скорость впитывания, то есть насколько быстро впитывается, да, никаких разбрызгиваний практически нет. Скорость впитывания довольно-таки хорошая. С этой стороны не промок, все хорошо. И давайте пока отставим его в сторонку и посмотрим, как действуют другие. Смотрите, как быстро впитывают эти подгузники, да? То есть не остается вообще ни капли. То есть сразу все, и все, и ничего нет. Смотрите, вода стоит. Вода стоит. И вот только она сейчас впиталась. Но здесь прям вообще можно вот. Здесь можно просто цунами устраивать, смотрите. Даже если их вот так вот перемещать, то есть они не впитывают. Ну вот, протестировали мы все 6 производителей. На первых местах, по нашему мнению, это все-таки остаются Хаггисы. Новые подгузники, которые нам посоветовали, это Майкидо. Следующий японский подгузник, японский бренд Моми. Ну а памперсы Honey Kids и 365 дней мы, конечно бы, никому не рекомендовали. Ну а сейчас мы с вами приступим к
краш-тесту, грубо говоря. Мы здесь приготовили килограмм гороха и килограмм сахара. Все, берем вот так вот и ставим сюда груз. Поставим буквально на 10-15 секунд. Все, убираем. Что мы с вами видим? Да? Вот такой вот результат у них получился. Смотрите, жидкость впиталась, но не совсем. Это майки, да? Да. Сделаем вот так. Также положим такую штучку и груз. Все, убираем груз и смотрим, что у нас получилось. Идеально. Идеально. Небольшие точечки вот какие-то здесь, конечно, остались. Но в общем и целом, посмотрите. Вот это Huggies, а вот это Майкида. С учетом того, что Huggies стоят за одну упаковку почти 2000 рублей, а Майкида мы купили по акции за 1447, это безусловный победитель. Все, от Huggies'ов мы полностью откажемся. Посмотрите. Посмотрите. Памперс также плохо справился со своей задачей. Посмотрите, здесь везде есть подтеки. Полностью вся салфетка, все также пропиталось. Все, здесь большой такой наполнитель. Все, я думаю, этого вполне достаточно, так как груз у нас большой. И убираем. Смотрим, что получилось. Япония, Япония рознь. Давайте укладываем. Я думаю, даже не стоит, в принципе, ставить ничего, да. Мы просто вот так вот сделаем, и становится все понятно. И посмотрите на результат. Ребята, это вообще что-то, это шок. Это шок, это вообще просто, я даже не знаю, как это описать. Они полностью сухие. И как вы видите, результаты поражающие. Просто какие-то претенденты, которые стоят дороже всех, по качеству и по своему функционалу хуже. Допустим, 365 дней. Я даже подумать не мог, что они сделают вот такой результат, где, в принципе, практически нету подтеков и капель. И, допустим, самые разрекламированные средства — это Huggies, да, то есть салфетка полностью намокла, и это очень странно. Так же, как и Pampers, который промок насквозь. Первым на очереди у нас будет Huggies. Наполнены они вот таким вот гелем непонятным, то есть гель вперемешку с какими-то частицами ворса или что-то типа хлопка. Но полностью не натуральные. Ну, конечно, я думаю, что натуральные сейчас уже никто не делает, но тем не менее вот такое вот наполнение они имеют. Следом на тест мы возьмем Майкида. Прекрасные подгузники. Ничего не промокло. Просто изумительно. Так, здесь состав аналогичный, да? То есть есть какие-то вкрапления типа хлопка непонятного, да? Но здесь все идет, смотрите, слоями. То есть слой вот этого геля, перемешанного с хлопком, либо с какой-то синтетикой. Следом идет заградитель влаги, то есть чтобы каждый слой постепенно пропитывался. Не моментально, да, сразу все взбухло и все, а служит распространителем воды вдоль всего подгузника, чтобы он не был таким мокрым. Посмотрите. И вот это первый самый слой. Вот. Здесь также вот этот гель. Ничего другого здесь нет. Ну, в принципе, состав внутри подгузника аналогичный. Единственное, что вот эта вот тряпочка, она очень приятная. Посмотрите, давайте отрежем. Посмотрите, она довольно-таки толстенькая. Да, она имеет несколько слоев. То есть кожа ребенка никоим образом не соприкасается вот с этим вот непонятным гелем. То есть одна защитная пленка, следом мягенькая вот такая вот спененная штучка, посмотрите, как соты, да, какие-то медовые.
Очень приятно и очень интересная структура. Следующий претендент это Pampers. Pampers имеет, кстати, очень интересную форму, да, то есть здесь хлопок вообще отдельно идет, полоска хлопка, которая скорее всего и пропитана вот этим вот кремом. Хотя нет, пахнет что-то другое. Это просто какая-то вата, да, непонятно. И вот такие вот полоски этого геля. Абсолютно аналогичный состав, как и на Майкида. То есть они как два брата-близнеца. То есть все идет слоями, и слои перестелены вот таким вот материалом, который, я как понимаю, распространяет всю влагу по всей плоскости подгузника. Похоже, нет. Здесь что-то вообще что-то странное. Это и не памперсы, и не хаггис. Они полностью развалились, да, то есть здесь идет какое-то скрепление с помощью, скорее всего, температуры. Их на заводе скрепляют и не дают распадаться вот этим вот блоком. Но они вследствие разбухания все развалились и имеют вот такую форму. То есть здесь также три полоски, которые имеют обычный гель и смешаны с каким-то хлопком. Сначала они не впитывали воду совершенно, а потом как впитали, что даже отдать не смогли. То есть как Honey Kids они не развалились. Также они имеют вот этот сорбент, да, который впитывает воду. Плюс идут какие-то внутренние прокладки, да. То есть вот они, посмотрите. Вот. Ну и давайте подведем итоги. Лидеры сегодняшнего обзора будут японские трусики Моми и Майкида. Очень рекомендую, мне кажется, достойный заменитель всем брендовым и дорогим памперсам. Но также хочу сказать, что, допустим, Моми, в принципе, также неплох. Если ваш ребенок имеет комплекцию чуть поздоровее, чем обычно, то, конечно, Моми подойдут вам. Если ребенок имеет стандартную комплекцию, небольшую попку, то, конечно, Майкида. Вот такой интересный тест-обзор у нас сегодня получился. А ссылочку на подгузники Майкида, которые мы выбрали именно для себя, я оставлю в комментариях. Перейди, ознакомься и, может быть, даже закажешь. Пока!